хочу поделиться с вами рецептом приготовления рогаликов. Рогалики мы будем печь из песочного теста с повидлом. Приготовим. Нам понадобится 400 грамм муки, 110 грамм сахарного песка, 110 грамм сметаны, 55 грамм сливочное масло комнатной температуры, 35 грамм растительного масла, 1 яйцо, желательно тоже комнатной температуры, щепотка соли, 8 грамм соды. Ну и 200 грамм джема, любого варенья, повидла. Берем емкость, в которой мы будем замешивать тесто, и начинаем с муки. Муку нам надо всю просеять. Просеяли муку, добавляем сахарный песок, добавляем растительное масло, добавляем сливочное масло. Масло, я сказала, комнатной температуры, вот оно такое мягкое. В сметану мы добавляем соду, таким образом она у нас маленечко гасится. Мы вот так ее перемешаем. Так, и все это добавим тоже в наше тесто. Так, добавляем щепотку соды, 1 яйцо. Все перемешиваем, пока мы можем перемешать. Как только будет тяжело уже перемешивать, мы это все переложим на кондитерский коврик и будем уже замешивать на кондитерском коврике. Выкладываем мы все это теперь на кондитерский коврик. И теперь замешиваем все руками. Тесто такое твердое, но оно должно у нас все собраться в один большой комочек. Так вот нам надо собрать вот эти вот все крошечки в наше тесто. Сначала будет тяжеловато, ну а потом полегче. Периодически берем все в одну кучку, смещаем и начинаем в это тесто все вот это вот втирать, пока у нас не станет тесто однородным. Ну вот, у нас собралось все тесто в один комочек, то есть у нас все полностью, все наши крошечки, они у нас собрались, и у нас получилось вот такое однородное тесто. Ну вот. И теперь нам надо разделить его на две части. Одну часть мы убираем, а из одной мы сейчас будем раскатаем кружочек. Берем скалку и раскатываем скалкой. Ну так, предварительно, чтобы он у нас имел форму такую круга. И начинаем потихонечку вот так раскатывать его. Толщина должна получиться 3 миллиметра, где-то так. Теперь мы аккуратненько обрежем вот такие вот краешки, чтобы они у нас были ровненькие получились. Возьмем так аккуратненько ножиком и вот так краешки мы сделаем их ровненькими. Лишнее мы уберем. Так, лишнее убрали. Мы это добавим
ну, к той половине, которая у нас осталась. И теперь мы все это будем смазывать повидлом. Повидло или джем, у кого что есть. Самое главное, как я сказала, оно должно быть однородным. Поэтому, если у вас с ягодками, то желательно, чтобы вы его пробили блендером. И вот так равномерно его распределим по всей поверхности. И вот от центра стараться, чтобы к центру, ну, поменьше было вот повидло, побольше к краям. Потому что, когда мы их будем сворачивать, чтобы здесь у нас не сильно вылезало вот это повидло за краешки. Так, ну вот. А теперь мы разрезаем это все. Разрезать мы будем на тонкие полоски. То есть мы вот такими вот от центра к краешку. Не надо переживать, что они будут неровными. Так приблизительно. Мне нравится, когда они рогалики, ну, такие небольшого размера. Поэтому, чтобы они были небольшого размера, вот эти вот полосочки можно делать поуже. Так, ну все. А теперь мы их будем сворачивать, выкладывать на противень, застеленный пергаментной бумагой. Можно уже и поставить духовку, температура 180 градусов. Включили духовку. И пока разогревается духовка, мы будем уже сворачивать наши рогалики. Рогалики мы аккуратненько, вот так, чтобы они у нас не разорвались и сильно повидло не вытекло. Ну, вот так к центру свернули. Вот, и перекладываем на противень. Стараться чуть-чуть отступать, чтобы они отступали друг от друга. Потому что они при выпечке будут увеличиваться в размере. Ну вот тесто наше не рвется. И стараться вот этим хвостиком ложить вниз при выпечке. Вот именно на пергаментную бумагу. Его туда прятать. Вот он когда маленький, вот он такой аккуратненький, красивый получается. Поэтому чем тоньше вы разрежете, тем будет красивее. Ну вот, теперь берем вторую половину теста и повторяем, делаем все то же самое. Итак, ставим в духовку 180 градусов на 15-20 минут. Все зависит от вашей духовки. И будем ждать слегка золотистого цвета. Ну вот, прошло 15 минут, и у нас получились такие красивые рогалики. Нам осталось их только припудрить сахарной пудрой. Так, слегка. Ну все, перекладываем на самую красивую тарелочку и пьем чай.